Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и сегодня я хочу с вами поговорить, почему детей Тепляковых в 4 года не взяли в школу. Мы записали ролик о том, нужно или не нужно готовить детей к школе. И там подробно разобрали, что такое школьная готовность и что должен знать и уметь ребенок к моменту поступления в школе. Первая важная вещь – это мотивационная готовность. Это позиция ученика и самооценка. Какая самооценка у нас у ребенка в 4 года? Ребенок в 4 года очень любознательный, активный, всем интересуется, и у него очень высокая самооценка. Он уверен, что он вообще уже все знает и все умеет. Однако к тому времени, когда ребенок идет в школу, самооценка должна стать более адекватной. И ребенок должен понимать, что он много всего не знает, ему много чему нужно научиться. И для этого ему нужно действовать по определенным правилам. Чтобы научиться, у него должна быть позиция ученика, и он должен быть готов в школе получать знания. Для этого ему нужна воля и произвольность. То есть он должен уметь уже делать вещи не те, как ему хочется, не те, которые ему хочется, получать знания не которым ему хочется и не таким способом, как ему хочется, а делать так, как сказал учитель. То есть не просто получать знания, например, прочитая книжку, а прочитать тот абзац и тот параграф, который сказал учитель. Не просто писать что-либо, а писать то предложение, те буквы, те фразы, то, что сказал учитель. То есть делать то, как сказал учитель, по тем правилам, каким сказал учитель, слушая учителя. Как у нас ведут 4-летние дети. Они очень непосредственны, у них еще внимание-то такое отвлекающееся. Они постоянно интересуются то одним, то другим, то третьим, и это нормально. Разве они могут усердно заниматься в течение 40-45 минут? Дальше идет графические навыки, когда ребенок, у него рука поставлена, и он готов писать. Для ребенка в 4 года писать больше, чем 10 минут категорически нельзя. Ребенок же в 7 лет. Он идет в школу, и он может писать уже целый урок. Опять же таки, тут важно не просто нарисовать галочку, как делает этот 4-летний ребенок, а делать ее правильно, аккуратно и красиво, выводя каждое. Чем лучше ты выведешь, тем лучше будет. Учитель оценивает сразу. Оценивает, насколько хорошо ребенок выполнил то или иное задание. К 4 лет как совершенно к этому не готов. Он как-то сделал, его радует сам факт того, что он что-то сделал. Интеллект и мышление. Мы уже рассказывали, что это очень важно, чтобы созрели такие вещи, как сохранение количества, умение делать классификацию, обобщать по существенному признаку, уметь делать анализ по 2 существенным признакам. Такие вещи к 4 годам просто еще не могли созреть. Даже у самого гениального вундеркинда к этому возрасту это просто созреть не может. А без этого очень трудно понимать смысл задач, понимать те задания, которые дает учитель на уроке. Память и внимание. Еще раз расскажу. У ребенка с 4 года внимание еще не произвольное. Ему нравится все, что яркое, все, что очаровательное, все, что интересно, все, что можно потрогать, пощупать, и это нормально. Внимание у ребенка, который идет в школу, должно быть уже произвольное. То есть он должен удерживать внимание таким способом и на том, что говорит учитель, и ни в коем случае не отвлекаться. Кругозор и речевое развитие. Мы с вами видели много роликов, где у детей спрашивают, как их зовут и сколько им лет. И у младших детей в 4 года и в 5 лет у них речь не совсем чистая. Однако ребенок, который идет в школу, должен говорить уже чисто, чтобы его понимал и учитель, и ученики. Кругозор. Понятно, что ребенок за 4 года не может набрать столько информации физически, сколько ребенок, который в 2 раза старше его. И не может судить о многих вещах, судить о них, рассуждать, объяснять это и рассказывать. Теперь последний и очень важный момент – это психологически уметь справляться с неудачами.
Вот 4-летний ребенок, как у нас справляется с неудачами? Он начинает сразу плакать, хныкать, расстраиваться, там, может проявлять агрессию, начать что-то кидать, швырять, может, наоборот, затаиться, куда-то сползти, уползти и спрятаться. Не все дети в 7 лет умеют справляться с неудачами. Однако вся учебная деятельность строит на том, что ребенка оценивают постоянно, оценивают, насколько он хорошо сделал. Поэтому ему очень важно уметь конструктивно выходить из ситуации неудачи. Представим, что все-таки этот ребенок в 4 года пошел в школу. Вот он сидит в 4 года на уроке. Как вы думаете, сможет он 45 минут просидеть на стульчике? Вот я, например, в своей жизни таких детей не встречала. А тут нужно не просто сидеть, а еще что-то писать, оформлять работу. Ведь когда ребенок идет в школу, для него самым страшным, на самом деле, разочарованием является то, что в школе нужно делать все по определенным правилам. Он не просто должен решить пример, а должен его записать только от такой-то клеточки, на такой-то строчке, по таким-то правилам. Ответ к задаче тоже пишется развернуто по таким-то правилам. Еще насколько вот ребенок в 4 года, даже в 5, в 6 может соответствовать и записывать с той же скоростью, которой пишут дети более старшие. Понятно, что будет страдать и аккуратность, и внимание. И пока он будет это медленно делать, он просто не услышит учителя, следующее его задание. Еще немаловажная речь. Когда учитель задает вопрос классу, дети должны отвечать на него, подняв руку. И ребенок должен уметь выслушивать других детей, уступать другим детям, уметь проигрывать. Много вы знаете 4-летних детей, которые умеют проигрывать. Еще нужно помнить о том, что невозможно в школе, в образовательном учреждении разделить учебную деятельность и социализацию, общение со сверстниками. И скажите мне, насколько охотно дети 7-летние общаются с 4-летками? Они их, скорее всего, вообще игнорируют, но иногда могут уделить им какое-то внимание. А как 4-летка впишется в окружение детей, которые старше его на 3 года? Он не может так же быстро читать, он не может так же быстро делать задания, он не может так же аккуратно все это делать. Он по своим физическим навыкам, умственным, действительно отстает от 7-леток. И что делать такому ребенку? Обычно такие дети начинают себя плохо вести. Почему? Потому что они просто ничем другим не могут привлечь к себе внимание. Тут можно задать такой вопрос. Бывает такое смешанное обучение, где дети учатся смешанными группами, с разными возрастами. Во-первых, в этих группах разновозрастные дети все. И там несколько 3-леток, там несколько 4-леток, несколько 5-леток. Поэтому каждый может найти себе общение по возрасту. Во-вторых, их учат коммуницировать между собой. Кто же будет учить 7-леток общаться с одной 4-леткой в классе? Кому нужно это вообще брать на себя, эту обязанность? В российских школах пока нет программ, которые идут по индивидуальному плану. То есть есть индивидуальный план развития ученика и идется по нему. У нас все-таки образование больше напоминает конвейер, когда все делают одно и то же, даются одинаковые задания, все одинаково его выполняют, следующее одинаковое задание, и все одинаково выполняют и так дальше. Поэтому начальные условия, при которых дети берутся в школу, они очень строго требуются учителями, требуются школой, потому что иначе невозможно обеспечить этот учебный процесс. Кто же будет в классе, в котором учатся 25 учеников, 26-му отдельно полностью создавать другие условия? Это физически невозможно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. До новых встреч!